Всем привет, это Вадим. Ну что, очередная подборка приколов и всяких интересных находок. Как всегда, много неожиданностей. Ну, вообще никогда не знаешь, что попадется. И это да, смотрите. Пиджачок Дониган или Донигал, сейчас покажу. Ну, такие ирландские твиды мы, кстати, перестали брать. Что-то как-то они не сильно котируются. Хоть прям сделано в Ирландии и прочее. Это сделано в Америке. Ну, я ради любопытства набрал вот это все. Тут видите, чуть-чуть кашмира, мохера, шерсть. Все вручную. Только то есть это сваляли это все в Ирландии, а потом вот J-Press магазин это все продал. И такой ушел, внимание, $170. Правда, оффер какой-то приняли. Но я не думаю, что там они прям приняли оффер на 20, если запостили за 170. То есть все так, смотри, ничего себе. Вот это цены. Вот он этот J-Press. В точности такой же, тоже вот J-Press. Тоже такой же Donegal Mist. Туман у Донегала ирландский. Супер! Так что сиреневый туман к нам в сумку заплывает. Смотрите, какой симпатичный костюм. Наташа там урвала и мне оставила проверять. И, в общем, все такое. Вот, Джей Питермен. У нее сразу же это глаз-то алмаз наметан. Говорит, это дорогой бренд. На eBay таких нет. Смотрите, таксида с вельветом. Где-то висит на каком-то пошмарке или еще где-то за 470 такой костюмчик. Очуметь. То есть это таксида типа пиджак и типа штаны, брюки. Круто. А стоило, это значит, костюма здесь $9. Ну, надеемся, хотя бы 200 будет стоить. Может больше. Вон, видите, там пуговицы. То есть костюм физически, пиджак, во всяком случае, физически не могли носить никак. Даже мужику, я вот не представляю, как он это носил бы. Так что можно считать, что новый. Это вообще прям нет слов. Супер находка. Смотри, Вадим, что я тебе нашла. И что, не понял. И смысл. Будешь теперь учиться после твоего совещания. Ну это в смысле, да. Следующий будешь сам. Не, ну я Скажешь, еще не надо приглашать никого, я сам вам покажу. Да так я-то буду бесплатно показывать, Наташа. Ну и тем более экономия. Зачем мне это надо? А мне? Ну, так. Весь вечер на арене мне это надо? Слушай, ну хорошо, ну, когда ладно. будешь репетировать, знаешь, формирование новых нейронных связей. Бегом от Альцгеймера. От Альцгеймера, да, от Паркинсона. Да. Нет, Альцгеймера, от деменции. Ну, в общем, от всего. От всего. Будешь формировать новые, будешь репетировать, тренироваться. На тебе, Наташа, когда пошли? Представляешь, как прикольно. Да. А что, прикольно. Да. Это как называется, ты перевел? Я перечел тут, я думаю, все поняли. Дедушкина магия или дедушка фокусник. Точно. Супер. Ну, не знаю, что купить, что ли? Нет, фишка в том, Наташа, что если я сейчас куплю, то к моменту, когда я буду дедушкой и вот эти будут в возрасте, то я точно ее забуду про нее. Знаешь, пальцы будут помнить. Пальцы будут помнить. Как научишься сейчас, как на велосипеде уже научишься кататься, уже никогда не забудешь. И вот потом научишься сейчас. Очень смешно. Будешь в центре внимания всех вечеринок. Будешь на работе периодически. Этих baby showers. Да. Не, как что тебе была baby Шучу, showers, да, я так. И тогда пенсии будут уходить у вас на работе. Да, и буду приглашать. Могу. Ну ладно, подумаю, может куплю. Смотрите, Adidas. Что там Nike со всякими знаменитостями? Мы сделаем с Лего. Вот, пупырышки под Лего. Все как надо. И, кстати, этот маленький, там размер, детский совсем. А есть прямо и взрослые. Ну вот, что? То есть просятся приклеить. Так они, в общем, не дешевые. Могли что-то принести. Да, вот Лего прям, ага. То есть носишь и можешь прям Лего так насандалить. Интересная идея. Ну вот эта картина из серии
подготовки детей к встрече с инопланетными цивилизациями. Смотрите, какой ужас. Так, лучше всего получились дятлы, сова, лиса тоже с будуна. Там заяц такой, ничего. И енот так слегка такой обуревший, да, есть дело. Но основной персонаж это вообще что это? Что это такое вообще? Девочка с бородой? Или мальчик с бородой? И что это вообще? Что, и размерами это все такого солидного. Почти с меня ростом. Эх, вещь. Была бы меньше, я взялся в офис, повесил бы. Пугал бы всех. А чё нет? Смотрите, какая шикарная. Даже не знаю, что это. Это типа кардиган, видите, с камушками. Джованна Signature. Очуметь. Но это комплект из 3 вещей. А здесь только 2. Вот это вот что-то типа, не знаю, жилеточки. И вот это вот блейзер сверху, что это, чтобы это ни было. Типа когда-то он был 150. Ну да. Наташа послала, она говорит, без юбки тухляк. Нет, говорит, не надо. А это тоже забраковало, что недорогой бренд. Эмили. Тоже на выход в церковь. В селе Караваево, я так понимаю. Это ужас, представляете, церковь такое здесь. Это просто так привлечь к себе внимание прям конкретно. Что еще? Блестящие камни, вот здесь еще брошку еще какую-нибудь такую, чтобы сверкало, так вот переливалось, как этот вот диско-шар такой, который на дискотеках переливается. Вещь. Из размера похожий. А нет, 22-й, 24-й. Близко. Кто-то сдал. Новый с бирками. И Наташа посмотрела, говорит, не, говорит, слишком много возни. И исход непонятен. Ну, ей видней. Практически готовый к Хэллоуину. Смотрите, какая красота. Еще штаны к нему. Вещь. Что-то прям тут в углу аж все такое красное, аж в глазах заребило. Это мужской. Manfinity. XL, который приблизительно на меня, все ясно. По китайским лекалам шили. Я прям вообще такое искушение прицепить. Не буду. Не до этого пока. Ну тогда симпатично. Первый парень на деревне. Вот смотрите, прям из бабушкиной занавески пошили. И причем бренд. Я знаю, у меня когда-то рубашка такая, по-моему, была. Когда-то очень давно. Ну, легко запомнить. Ман. То есть это вроде бы мужское по длине рукава все. То есть я вот так прикидываю на себя. Нет. Как-то ярковато. Чтобы не сказать аляповато. Что-то забористо, конечно. Конечно, не так забористо, как вот эти. Или тут что-то еще было. А, вон еще сейчас покажу. О, тоже распотрошили бабушкины занавески. Ну, не знаю, это, по-моему, вот это прикольно. Ну, это женское. Бэтс. Это вот прикольно, да. А это как-то, да. Смешанные какие-то вызывают ощущения. Ну, какая прелесть. Видите, жираф и рядом слоник. Ну, тоже слишком большой. У меня маленький бронзовый стоит на работе. А дома это так 5 друг за дружкой. Да, люблю слоников. Кто их не любит? $8. С чего-то сделано очень тяжелого. Смотрите, какой диск попался. Похороните меня в Теннесси. Ну да. Судя по картинке, вот, где он так стоит на путях с котомкой, а там поезд едет.
В общем, можно даже не писать. Там его, скорее всего, и похоронят по умолчанию. Вот так вот. На путях-то стоять. Впереди поезда. С котомкой. Я не могу. Сыну сейчас послал. Ну что ж, мы жили там почти 10 лет. Он считает себя, что он из Теннесси там школу закончил, друзья все. Он так поржал, говорит, прикольно. Я говорю, ну что, купить? Он, не надо. И это не то, что я слушаю. Он там. О, Джонсон Сити. Да. Надо это взять, послушать, что ли. Ну, наваял-то, чувак. Вот интересная картина. Мне равных нет. Винни-Бага вообще это, я посмотрел, это ну, не совсем прям племя. Ну или как, там же много разных ответвлений и прочее. Они на языке сиу говорят. Висконсин и Небраска. И вот там даже написано, что вот это, поется вот это, записано вот тем-то, а картинка вот того-то. Интересно. О, какая красота. Ну, не мог пройти мимо. Классическая мифология. Я так понимаю, классическая имеется в виду отраженная широко в классике. То есть это, конечно, не полная. Как вот если кто помнит, книжка была «Легенды и мифы Древней Греции». Популярная. Не знаю, в каких годах. Но в каких-то. Здесь именно то, что в искусстве широко представлено. Вот все возлюбленные Зевса и так далее, и так далее. Там в конце даже справочник. Ну, это как бы классические все эти сюжеты, в том смысле, что это настолько часть классики любой, что, в общем, наверное, стоит перечитать, что упоминается как такое, как имя нарицательное, какие-то персонажи. Там, например, Авгиевы конюшни. Ну, мы все знаем, что это. Леда и лебедь. Сейчас сразу вспомнил Сальвадор Дали. Вариации. Очень красивый альбомчик. Да, где-то в бинах валялся. Ну, надо, думаю, приютить. А это набор головоломок. Коробка уже все равно была разодрана. Я только от нее заднюю часть. А главное, плотный картон. А что-то уже кто-то ее разодрал. Описание только их всех. По-моему, некоторых не хватает. Ну, на вес это вообще ничего не стоило. Копейки. Я так понимаю, две вот этих идут вот туда. Там сферы. Эти римские ключи каким-то образом разъединяются. Эти вот загогулины вот в эту фигулину каким-то образом вставляются. Их нужно оттуда вынуть. Это надо еще покумекать. Как оно там все. Ну да, это уже собранный. Да. Прикольно. Где-нибудь, думаю, может, буду использовать в классе. Для, так сказать, развлечения. Кто быстрее соберет, тому какой-нибудь приз. Невозможно так, да. Потому что я же не могу. Мне нужны одинаковые головоломки. Они же все разные. И вот уже даже монетки. Как призы. Ну, в общем, забавный, конечно. Фигня забавная. Ну вот, на этом все на сегодня. Точнее, за несколько дней. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.